Нас сегодня очень много собралось. Меня зовут Гуцалюк Артем, я депутат Алексеевского района. Для начала я обозначу регламент, потом представлю коллег и обозначу коротко цели, ради которых мы сегодня собрались. Значит, перво-наперво. У нас будет выступление заместителя генерального директора фонда капитального ремонта Лившица Дмитрия Владимировича. Далее нам будет представлен новый глава территориального управления ФКР СВАО Ситник Александр Витальевич. Он выступит с коротким докладом по взаимодействию фонда с жителями и новыми техническими особенностями. Также у нас будет короткое выступление Алексея Семенова. Это активный житель, который прочтет семинар на тему, с какими проблемами столкнулись жители дома при проведении капитального ремонта. И учитывая большой ажиотаж и огромное количество заданных перед встречей вопросов, мы предоставим возможность жителям задать их вживую со следующим регламентом. Минуту на вопрос, 2 минуты на ответ. Прошу сразу избежать полемики с фондом. Давайте будем обозначать вопрос, проблему и слушать ответ. Тема достаточно острая для нас всех, поэтому, чтобы мы не свалились вот именно в режим такого бурного диалога и конструктивно отработали эти 2 часа. Дальше рад представить вам Потапенко Екатерину Васильевну. Это наша глава управы Алексеевского района. Лившиц Дмитрий Владимирович, заместитель генерального директора фонда капитального ремонта. Ситник Александр Витальевич, новый глава территориального управления ФКР СВАО. Дальше в нашем зале вот сегодня присоединился к нам Семенов Валерий Геннадьевич, это председатель городской общественной палаты по капитальному ремонту. И учитывая огромное количество вопросов, связанных с проектно-сметной документацией, сегодня в президиуме присутствует Сидоренко Татьяна Викторовна. Это начальник управления проектно-сметной документации фонда. По поводу целей, ради которых мы сегодня собрались. Давайте исходить из того, что в этом зале присутствуют только люди, все люди, присутствующие в этом зале, заинтересованы в одном, чтобы капитальный ремонт в наших домах проводился в сроки, с надлежащим качеством, чтобы не возникало каких-либо проблем. Вот, поэтому мы часто слышим нападки на фонд капитального ремонта, иногда справедливые, иногда несколько эмоциональные. Вот сегодняшняя встреча, она как раз посвящена тому, чтобы сгладить шероховатости и помочь действительно нам добиться того, чтобы капремонт проводился качественно. На этом передаю слово Дмитрию Владимировичу. Добрый вечер. У нас есть в зале много знакомых лиц, и, наверное, в своем выступлении кратко доложу о тех решениях, которые приняты были после нашей последней встречи. Помните, мы на рубеже декабря месяца проводили круглые столы, мы проводили встречи всех депутатов, вижу коллег Ставровского района, тоже приветствую здесь, и договаривались о целом ряде вещей, которые фонд на себя взял в качестве обязательств по решению. Озвучу основные, и дальше, может быть, даже остановимся, подискутируем по порядку реализации, послушаем ваши предложения, потому что многие из них еще нужно дальше внедрять и реализовывать. Первое из ключевого, как мы и обещали, принято постановление правительства Москвы, в котором обязательный перечень работ дополнен работами по ремонту подъезда. Ремонту мест общего пользования, поэтому вопрос, который мы поднимали и по тамбурным дверям, и по слаботочным системам, по затяжке слаботочных систем, порядочными слаботочных систем заменится. И за заделки ниш после демонтажа еще такой вопрос тут решен. Значит, как мы дальше это реализовывать, отдельно, наверное, расскажу, потому что ситуация нестандартная. Если этот вопрос касается домов, к примеру, новых, то все равно есть большие вопросы, но тут понятно, как реализовывать. Что касается вопроса, что делать с домами, где уже у нас либо работы завершены, либо эти работы еще ведутся, но, естественно, ремонт подъездов не предусмотрен, я, наверное, вкратце скажу, в каком направлении мы движемся. Второй вопрос, который удалось решить, внесены изменения в предельной стоимости работ по капитальному ремонту, и у нас появилась возможность
то, что мы обсуждали, ремонтировали дома с плиткой кабанчиком, называемой. То есть мы имеем теперь возможность полностью штукатурить эти фасады, то есть не восстанавливать частями эту утраченную плитку, что практически невозможно, а есть возможность непосредственно заниматься этой проблемой. Дополнена расценка, введена новая расценка, связанная с ремонтом железобетонных конструкций. Это в первую очередь касается домов более современных, с бетонными перекрытиями, где у нас есть проблемы. Люди только понимают, что есть проблемы с деревянными перекрытиями, но у нас очень много сегодня есть вопросов, в том числе и с бетонными конструкциями, чердачных помещений, плит покрытий, которые тоже можно ремонтировать и частично менять. Было очень много вопросов у вас, помните, мы с вами обсуждали по проведению собраний, связанных с тем, что фонд разместил единовременно предложение по домам на 18-20 годы. Выпущен приказ департамента капремонта, который определил, в какие сроки будут приниматься решения в отношении домов, которые не приняли решение в трехмесячный срок. По домам 2018 года такой срок установлен не ранее 1 апреля, но не позднее 10 апреля, то есть, соответственно, на месяц сроки фактически, даже больше, на 40 дней формально продлены. По домам 2019 года, то, что мы обсуждали, как раз в Калининградском районе, по-моему, там был срок обозначен 1 ноября. По домам 2019 года срок крайнего предоставления протоколов собраний не позднее 1 ноября, но точнее, все, департамент принял решение о том, что работать без протокола, такой протокол не будет представлен до 1 ноября. И по домам 2020 года это 1 ноября 2020 года. Но еще раз хочу сказать, те, кто общается с жителями, это не означает, что есть смысл затянуть там до 1 октября, и 1 октября бросится проводить эти собрания. Поэтому если коллеги такие собрания проводят, то просьба довести до них, что чем раньше будет протокол в фонде, тем проще, быстрее, и больше времени у фонда будет на разработку проектной документации, и в том числе и на согласование этой документации с собственным помещением. Еще по перечню работ. Во всех проектных документациях принято решение о проведении работ по замене лежаков до первого колодца. Раньше мы работали до стены, сейчас есть решение, у нас есть разъяснение Минстроя, пока мы ждем его в письменном виде, но есть устное разъяснение на этот счет, то есть мы уже начали эту работу. То есть будем, в том числе, где-то необходимо, менять и лежаки до первого колодца. Очень много вопросов мы с вами обсуждали, мы это решение обещали принять по замене окон в домах, где также мы проводили работы до включения их в обязательный перечень. Есть принципиальное решение о том, что мы готовы возвращаться в дома, где такие работы необходимо сделать, дома 2015-2016 года. Соответственно, порядок готовы с вами сейчас обсудить, потому что понятно, что это нелинейная история, при которой фонд может просто прийти и что-то кому-то сделать. То есть тоже такое решение, которое мы обещали, фонд реализовал. Значит, мы отдельно заведем до вас, у нас есть по решению сложению НФ, сейчас разработан отдельный порядок, связанный с порядком согласования проектной документации со стороны управляющей компании. Там четко есть несколько этапов, которые до этого у нас не было, о том, что управляющая компания в обязательном порядке согласует и проектное, и техническое заключение на том, когда оно будет разрабатываться, и будет согласовывать проектную документацию на стадии до захода в экспертизу. Мы обсуждали, чтобы в этот порядок внести и собственников, коллеги Петричков, я не вижу, да, мы этот вопрос обсуждали, да, чтобы туда включить собственников, давайте тоже подискутируем. Все-таки мы много говорили, что собственники должны участвовать в согласовании, но по тем вопросам, которые мы получили, у вас самих возникает вопрос, а сколько нужно времени собственнику на то, что он там рассмотрел, согласовал, потому что мы тоже понимаем, что это не бесконечный процесс, тоже нужно этот вопрос сейчас обсудить. Ну, вот это основные вопросы, которые нормативно были за этот период зарегулированы фондом. Что касается того, что сказал Артем, у нас в Северо-Восточном округе новое кадровое назначение. Сидник Александрович назначен начальником территориального управления. Молодой, энергичный, опытный руководитель. И по отзывам уже знаю, что готов к открытому диалогу с собственниками и депутатами. У него есть установка такая же, как у всех начальников территориальных управлений, участвовать во всех мероприятиях, которые организуют Советы депутатов, во всех мероприятиях, которые сегодня необходимы для того, чтобы проводить информационную работу. Поэтому
есть вопросы, он на них ответит. Ну, вот я, наверное, хотел бы много времени тратить на вот какие-то еще дополнительные какие-то новости там или информационные сообщения, а, наверное, больше потрачу время на ваши вопросы и готов, наверное, в рамках уже диалога отвечать на те 47 вопросов, которые мы здесь получили. Ну, как один из примеров, вот могу сразу озвучить сейчас тем более, наверное, всех волнующий вопрос, это порядок действий по домам 2018 года. Да? То есть все вы знаете, что проведены собрания, но возникает закономерный вопрос, как дальше собственники узнают, во-первых, принят ли этот протокол к учету, второе, во многих протоколах, как мы с вами и договаривались, в самом начале обсуждали, собственники выразили позицию, зачастую отличающуюся от того, что было предложено фондом, как часть включения дополнительных видов работ, так и очень много протоколов, где собственники принимают решение о переносе работ на более поздний срок. Но здесь, наверное, сразу хочу озвучить как предложение. То есть мы понимаем, что такой вопрос справедливый, потому что понятно, что инициатор предоставляет этот протокол. Формально мы понимаем, что этот протокол должен быть размещен в местах, доступных для всех собственников. Ну, еще раз говорю, не фонд инициаторских собраний, поэтому предполагаю, наверное, что это делается. Но в любом случае мы сейчас пойдем следующим путем. Мы на следующей неделе, может, как в Северо-Восточном округе, как эксперимент проведем, ну, наверное, во всех округах, то есть поэтапно, мы разместим во всех подъездах информацию о том, поступил ли к нам протокол от собственников, зачтен ли он фондом и какие основные решения собственники приняли в рамках данного протокола. То есть что должны собственники знать, за какие работы в итоге получен кворум и кто непосредственно дома уполномочен для осуществления контроля за проведением работы. Следующий вопрос, который тоже звучал, это график. Это график работ, который предполагается в части проведения конкурсных процедур и непосредственно проведения видов работ. То есть тоже коллеги задают вопрос, как мы можем отследить, когда будет объявлен конкурс, когда будет определен победитель, то есть с какого момента мы можем начать взаимодействовать непосредственно с подрядной проектной организацией. Потому что там очевидно, что мы, если открываем работы по строительно-монтажной работе, из открытия объекта приглашается полномочный собственник, то понятно, что при проектировании у нас такой процедуры, как бы открытие проектирования сегодня регламентом не предусмотрено. Поэтому когда там порядок согласования документации мы отдельно пропишем, а все-таки норму, которая бы нам давала бы, обяжем себя и подрядную организацию все-таки определить некую процедуру начала работы по разработке проектной документации. Что касается непосредственно графика, то мы еще планируем в течение 2 недель сейчас начать уже объявлять конкретные процедуры. По мере их объявления будет уже понятно, в какие сроки мы укладываемся с точки зрения производства работ. Поэтому точно так же предварительно, следующим шагом после доведения информации о решениях собственников, мы доведем информацию уже непосредственно о тех решениях, решение комиссии, которое сейчас в фонде будет рассматривать вместе с управами жилищной инспекции по утверждению предложений собственников, потому что понятно, что собственники могут принять любые решения, но, например, какие-то из них могут не пройти. Ну, это по прошлому году могу сказать, что там менее 1%, где такие решения не поддерживаются. Ну, например, жителям были установлены окна, которые им по каким-то причинам показались недостаточными для их дома, они просят повторно заменить новые окна. Понятно, что такое решение не будет, комиссия такое решение не пропустит, жилинспекция в первую очередь. Но все остальное комиссия пропускает. Поэтому в следующем информационном сообщении мы доведем информацию о непосредственно видах работ и графике работ. Что касается, опять немножко неприятного, наверное, да, это по тем домам, где у нас сегодня нет протоколов по 2018 году. То есть фонд 1 апреля по положению направит информацию в департамент капремонта по таким домам. Но могу сказать, что сейчас это по 2018 году это минимум 10%. Дома, по которым сейчас у нас либо нет протоколов, либо эти протоколы в стадии устранения замечаний. То есть я думаю, что это будет незначительный процент. К сожалению, не взял с собой информацию по Северо-Востоку, без другого мероприятия не подготовился документально. Вот. Но в любом случае, по этим домам нам придется такие решения принимать. Где по? Сандович мне подсказывает, что по Северо-Востоку у нас по 2018 году все протоколы сданы. Вот,
показывает, коллеги, большое спасибо за ту работу, которую вы провели. Причем, наверное, не только здесь в районе, но и тем, кто работает в городских штабах, которые там создавали специальные сайты, провели встречи с жителями. То есть эта работа, принесла результат, и мы имеем 77 протоколов. Что касается собраний по 2019 году, мы на сайте в ближайшую неделю разместим уточненный форму протокола, которую будем рекомендовать уже для проведения собраний 2019-2020 года. Там будет уточнено в части изменений в жилищном кодексе, то есть внесены очередные изменения в жилищный кодекс, которые, например, собственникам позволяют не принимать решения по вопросу источника финансирования работы. То есть такое, как по сути, и право, и необходимость из жилищного кодекса исключены. И, естественно, более четкие формулировки дадим для тех случаев, когда собственники будут высказывать особое мнение в части изменения сроков проведения работы, потому что зачастую там есть нюансы, когда собственники изначально пошли по пути не внесения в повестку вида работы, понимая, что есть общий настрой после проведения актива дома, что какую-то работу делать не надо, но собственники принимают решение все-таки еще раз ее проголосовать. И если проголосовать там против, ну, то есть они предполагали, что, наверное, в этом случае это будет достаточно, чтобы он эту работу не делал. К сожалению, и мы это в форме протокола нечетко предусмотрели. Такой протокол потребует дополнительного решения все-таки. Если мы решение по ней не приняли, то формально сегодня по ЖК фонд все равно может ее сделать, если она включена в генеральную программу. Понятно, что мы на это не пойдем, понимая, что это скорее логическая проблема. В любом случае, в новых формах протокола будем рекомендовать уже конкретную формулировку. Если мы заранее понимаем, что ситуация не спорная, или уже у нас по итогам все-таки работы актива есть уже четкая формулировка, что мы хотим, что мы не хотим делать, все-таки формулировать в отношении тех работ, которые необходимо включить дополнительно или исключить, формулировку именно такого содержания. Согласиться с видом работ и понимая, что там кворум не набирается по этой проблеме, ну, вроде как непонятно дальше, что с ним делать. А четко писать, перенести работу на такой-то год, там, допустим. Потому что у нас сегодня, к примеру, есть много протоколов, и собственники, воспользуются уже этой конструкцией, к примеру, там четко нам указали, какие работы они считают необходимым делать в 2018 году, какие работы считают необходимым делать в 2019 году. Еще один дискуссионный вопрос, который тоже мы обсуждали, мы сейчас будем готовить решение, это вопрос, связанный с тем, что у нас, понятно, программа рассчитана на определенную устойчивость, и что делать там в тех случаях, все-таки, если есть жители, которые депутаты перенесли на 2020 год, но есть там решение собственников, просьба о том, чтобы провести работы в 2019 году. Как в этом случае фонд должен, как департамент капремонта в этом случае должен поступать. С одной стороны, вроде, казалось бы, если есть средства, то может пойти на встречу собственников, но с другой стороны, мы понимаем, что по многим примерам советов депутаты, когда голосовали распределение домов, они в том числе также руководствовались и возможностями совета, да, то есть в многих районах, там, в ряд районов остались дома с предыдущих периодов, они просто умышленно сократили план 2017 года, понимая, что просто эффективно не смогут принять дома в большем объеме. Поэтому тут, наверное, тоже это предмет для обсуждения нашего с вами, для того, чтобы мы согласовали решение, которое бы всех устроило. Вот, наверное, с того, что я хотел сказать, основное я вам доложил, дальше готов отвечать на вопросы. И, наверное, после того, как коллега Можно вопрос Алисе Лавской, вопрос по проведению общих собраний собственников. В нашем районе жилищник очень оперативно провел ОСС по всем годам, 19-20 годах включительно. Я хотела бы, если возможно, получить информацию, какие протоколы сданы, по каким домам в 19-20. Причем на некоторых собраниях не присутствовал, и жилищник умалчивал, не давал жителям информацию о том, на какой год запланирован ремонт. И очень дружно и так радостно обещал, что мы все сделаем, все быстро, прямо чуть ли не в 18 году. Даже по тем домам, по которым ремонт. Я думаю, это роль определенной личности в истории, понятно, что да, есть, никто же есть природный ресурс. Хорошо, мы подумаем, как... Вот просто получить информацию, что сдано, что не сдано, и каким образом жителям действовать в дальнейшем, да, в 15-20 годах. Хорошо, ну график я примерно сказал по объявлению торгов. Еще раз немножко по графику. То есть, если мы говорим про дома 2019 года, да, то у нас действительно уже сегодня по 2019 году, сейчас там могу просто немножко там слукавить,
по цифрам, но там из 1200 домов 2019 года я точно знаю о наличии уже минимум 150 решений, где собственники приняли их в те сроки, которые им были отведены. Но еще раз говорю, мы для себя сейчас там приняли позицию, что мы, учитывая, что нам сроки департамента капремонта определены по принятию решений, значит, в первую очередь проверяем протоколы на 2018 год, а дальше уже будем проверять протокол 2019 год, закон нас в этом не ограничивает, то есть в данном случае это воля департамента капремонта, который это все оставил. Но в нашем понимании по 2019 году это, вероятно, объявление торгов начнется, наверное, в летний период, ну, по мере поступления протокола, ну и дальше, значит, не позднее 1 июня. Да, давайте нам... Соседи, я бы хотел еще раз повторить, у нас в начале программа именно выступлений, а потом все получат возможность задать вопросы, вот, у нас времени достаточно. Сейчас мы передаем микрофон Александру Витальевичу Ситнику, поприветствуем. Добрый вечер. Да, меня зовут Ситник Александр. Как уже было сказано, 2 месяца назад меня назначили начальником территориального управления по Северо-Востоку. Такие плохие микрофоны у вас. Меня назначили 2 месяца назад начальником территориального управления по Северо-Востоку. За эти 2 месяца, в принципе, основные все вопросы я постарался рассмотреть, так скажем, те проблемы, которые возникают основные как бы, у жителей, поездить по домам. Поэтому я со своей стороны постараюсь наладить больше, так скажем, взаимодействия, то есть чтобы была постоянная обратная связь от жителей. То есть вот мы с Артемом Вениаминовичем договорились, что как бы, мой мобильный телефон будет у всех муниципальных депутатов и электронной почты. То есть, соответственно, вы обращаетесь к депутатам, и депутаты напрямую уже мне либо звонят, либо пишут, либо... То есть все проблемы, которые возникают на домах, то есть чтобы они решались не через письма, которые идут там в разные инстанции там, месяцами, а чтобы эта информация как бы доходила быстрее. Извините, один комментарий сразу, просто далеко не ходить. Горчаков Дмитрий, депутат Алексейского района. Я отправил на ваше имя запрос на встречу 19 февраля. Через месяц, после того, как я стал спрашивать, что же там вообще произошло, мне просто прислали акты, расписки, и о встрече никакой не случилось. И это без всякого... Нет, стоп. Я отправлял на официальном бланке депутата муниципального округа. То есть это не было неизвестно, что я депутат. Обращался я не по своему адресу. То есть в итоге это все красиво звучит, но это не работает, по крайней мере, пока. Я про это и говорю, чтобы был мой мобильный телефон и моя электронная почта. Чтобы не было лишних писем, которые могут затеряться, которые могут не дойти. То есть мой мобильный телефон, он всегда будет при мне. То есть любой депутат... Отправили письмо, продублируйте звонком. Вы как у меня, что же обсуждали, вот, ну, коллеги, я не знаю, там кому... Те, кто мне писали, ну, многие не все в зале, я отвечаю там в любое время суток, да, где-то с задержкой, где-то, может быть, там не сразу, но в Фейсбуке вот то же самое, у нас всем, не знаю, многие со мной общались, переписывались, не знаю, эффективно, неэффективно, но я старался.